Может показаться, типа, ты что, долбоеб? Блядь, сидишь там на жопе ровно, гуляешь, там какие-то идеи придумываешь. Место жизни для меня — это как у Ведьмака. Место силы. Если играли в третьего Ведьмака, подходишь, там вибрировать все начинает, ты такой, присесть нужно, помедитировать и получить очко навыка. Когда я приехал в Германию, сказал, меня наебали. Мне говорили, что везде все одинаково. Хуй там плавал. Но выебу мозги я сейчас обязательно. Ну, в первую очередь себе, а Наташа — это как сопутствующий урон. Да. Collateral damage. Это Крабья лапка. А это Наташа Ви и Юрий Ви. Сказки для крипов. Наташа, расскажи, пожалуйста, почему сказки для крипов? Ну, мы довольно часто рассказываем друг другу истории, и многие из этих историй криповые, честно. Ебаные. Да. Ну, то есть они либо смешные, либо дурацкие, либо иногда довольно страшные. Ну, подожди, смешные — это же неплохо. Смешные — это неплохо, но по-дурацки смешные. И мы в какой-то момент поняли, почему бы не рассказывать эти истории для всех. Они довольно забавные бывают, когда ты находишься уже вне этой истории. Ну, крип, в смысле, не зритель все-таки, а крипы мы. Мы рассказывали эти истории, сказки друг для друга. И мы поняли, что тот, кто рассказывает эту сказку, крип. А тот, кто слушает сказку, тоже крип. Потому что ему это нравится. Поэтому сказки для крипов. Хоть в английском языке это имеет некую негативную коннотацию, как чувак, который подсматривает за девочками маленькими в душе, но мы этого не делаем, просто нам показалось это смешным. Хотя некоторые американцы, когда мы им что-то там рассказываем или говорим про крипов, они типа, что, блядь, что ты имеешь в виду? Ну, мне кажется, что, кстати, в русский язык это слово пришло с немножко другим значением, чем в английском языке. В наш русский язык, скорее всего, я так тебе сказал. В наш с тобой русский язык. Да, это очень локальный мем, я бы так сказал. И мы решили сделать локальный мем глобальным. Ну, в смысле, поделиться с теми чуваками, которые решат нас посмотреть. Чуваками и they them. Вот. В данный момент мы путешествуем по Калифорнии, и мы, на самом деле, довольно давно собирались начать записывать этот подкаст. Уже, наверное, года 2-3. Но в данный момент вот наконец-то собрались. И сегодня в честь того, что... И сегодня, в честь того, что мы путешествуем, мы бы хотели рассказать вам о нашем отношении к путешествиям. И у Юры есть такая небольшая особенность, что, наверное, за неделю до или за несколько дней до Юра начинает очень сильно нервничать перед путешествием. И первый день тоже у Юры обычно проходит в таком, не в самом хорошем настроении. Съебись-ка! Ну, пошла нахуй. Нет, тоже. Он не собирается. Тоже. Хочешь послушать крип еще один? Извините. Это аудитория. Аудитория. Блядь, так, стоп. Завязывай с этими шутками. Не поймут тебя наши слушатели. Нет, я имею в виду дополнительную, нежданную аудиторию. Нежданная аудитория. Не приглашали мы их с птиц. Так расскажи, что у тебя происходит? Да. В чем, собственно, крипская история? Где криповость? Криповость в том, что когда я путешествую, я не получаю удовольствия. Я, возможно, я планирую путешествие, я трачу кучу времени на то, чтобы сделать ресерч, какие классные места, какие стоит избегать. Деньги, в конце концов. Путешествие не бесплатное, я трачу деньги на это. Но когда я приезжаю, я быстро теряю удовольствие. Недополучаю удовольствия. Быстро теряю связь с реальностью, скажем так, что вокруг меня невероятно красивые вещи происходят, а я сижу на ебучем камне или на скамейке и думаю о своей ебаной жизни, как же все в ней хуево. На самом деле в ней не все не хуево. Просто вот какая-то меланхолия нагоняется на меня. И когда Наташа там ходит с раскрытым ртом и думает, как же все охуенно, и снимает все на iPhone, а я сижу и думаю о 1001 вещи, которые меня беспокоят. Хотя, казалось бы, путешествия должны расслаблять и, наоборот, тебя из рутины выгонять. Они меня вгоняют в рутину. И об этом мы хотели, собственно, поговорить. Вот. Ну, в этот конкретный период жизни, мне кажется, ты сейчас находишься на неком распутье,
когда, с одной стороны, у тебя начало получаться в музыке, когда ты уже записываешь свой первый альбом, и ты видишь себя, видишь путь к тому, чтобы стать музыкантом, видишь потенциальную возможность стать музыкантом и быть там, где ты хочешь, да. С другой стороны, тебе еще это не приносит доход, и поэтому ты вынужден продолжать работать проект-менеджером в IT там, где ты не хочешь работать, да. Вот так вот, без вступления, просто на нахуй. Музыкант, проект-менеджер в IT, да кого ебет? Это нормально, ничего страшного. Так и так задумано было, не переживайте. Ну, расскажи. Не-не-не, ты продолжай, это я тебе говорю просто, что это как ты читаешь Харуки Мураками и, блядь, нихуя не понимаешь, чего, кто что, где-то к середине книги он только объясняет тебе, это вот так вот. Это нормально. Но тебе же нравится читать Харуки Мураками. Ну, ты да. читаешь почему-то? Ну да. Ну вот. Ну да. Ну да. Говори. Ну и да, я правильно понимаю, что твоя сейчас меланхолия, связанная, допустим, с путешествием по Калифорнии, вызвана тем, что у тебя есть некая вот эта неудовлетворенность жизни, причем она не просто неудовлетворенность, когда ты живешь и не видишь пути к тому, куда ты хочешь, а у тебя очень четко прописан путь. Просто то, где ты хочешь, оно, во-первых, не очень близко, но оно может быть довольно близко, но ты не знаешь, насколько оно близко, да? И с другой стороны, у тебя уже есть нетерпение вот этого, что тебе хочется здесь и сейчас. И Калифорния у тебя, наверное, тоже ассоциируется вот с такой жизнью, классной, удовлетворенной жизнью. Ну и как я сегодня ехал и думал о том, что ощущение того, что ты едешь из точки А в точку Б на каком-то транспорте, и по идее ты должен радоваться дороге, потому что дорога — это некий процесс, занимающий длительное время, и как бы ты выбираешь, на чем ехать, по какой дороге ехать. Да, там есть какие-то закрытые трассы, которые ты не можешь ехать, потому что там оползень. Вот, и другие какие-то вещи. Платная дорога, в конце концов, не знаю, все что угодно. Для кого-то останавливает. Тот выбирает другие маршруты. А когда приезжаешь, ты там же ни разу не был в этой точке Б, правильно? Угу. Или, конечно, или в остановке до точки Б, точки А1. И ты можешь либо порадоваться, что ты здесь, тебе все нравится, а можешь подумать, какая же это все ебанина. Да. Вот. И как бы сравнивая с этим вот путешествием, общей неудовлетворенности жизни, наверное, которую ты сказала, которая отражается на путешествии, на то, как я себя чувствую в путешествиях, именно уже в нормальных путешествиях, как здесь. Мы живем в Сиэтле, а сейчас в Калифорнии. Приехали попутешествовать. Это то, что ты не рад тому, на каком транспорте ты едешь. Ты можешь ехать на машине, ты хочешь ехать на машине, но ты едешь на «Жигулях», а хочешь ехать на... Порше? Не знаю, на Порше, например, да. И сейчас ты не можешь себе позволить Порше, но ты хочешь в какой-то момент поменять коня, там, с «Мустанга» на Порше пересесть, грубо говоря. Вот, грубо говоря. И там ехать по другим дорогам, по более живописным дорогам, по побережью, например, вместо того, что по какой-нибудь сельской местности вокруг тебя одни фермы и воняет говном. Вот. Мы примерно по такой дороге сегодня ехали. Были вокруг одни фермы и воняло говном, чтобы сюда добраться до этого парка, чтобы записать это видео. Вот. Маунт Мадонна. Довольно симпатичный парк. Да. Ну да, и, наверное, вот ты сначала сказал про «Жигули», потом сказал про «Мустанг». Наверное, все-таки твоя жизнь — это скорее «Мустанг», чем «Жигули». Абсолютно верно, да. Все-таки, учитывая всю ситуацию, которая с нами произошла, как мы оказались в США, думаю, что все-таки корректное сравнение — это «Мустанг» с Порше, а не «Жигули» с Порше. Ну и плюс половина твоей жизни действительно состоит из музыки сейчас. То есть ты работаешь на работе, которая позволяет тебе очень большое количество времени тратить на музыку. Ты работаешь с профессионалом, ты записываешься в студии. Я бы даже сказал, профессионально, а работа оплачивает мой профессиональный рост музыканта, некого творца. Вот. Я бы так сказал. Окей. А сейчас расскажи, вот в данном конкретном случае это вызвано вот этой перепутьем в жизненном, да? Но на самом деле некая криповость твоего поведения перед путешествиями и во время. И в первый день в основном. Очень важно. Оно происходит постоянно, правильно? Ну да. Ну вот расскажи, почему?
как бы, получается, это неделя-две до с пикированием тревожности всей этой ебанины в первый день, когда мы приехали куда-то. Ого, сейчас, когда ты говоришь неделя-две до, я думаю, как классно, что ты треплешь мне нервы обычно только за день до или там за два. Это очень с твоей стороны классно. Спасибо. Достойно уважения. Окей, неважно. Ну, важно в смысле, но не столь суть важно. Вот, когда я... В зависимости от места, конечно же. Когда я понимаю, что это место, которым мне нравится, есть места, которые вдохновляют. Это может быть какое-то ебаное место, например. Ну, прям не очень место. Просто, ну как, хорошо. Что такое понятие ебаного? Например, мы едем в Портленд. Ну, большинство людей сейчас, смотря на Портленд, подумают, что это место совершенно ебаное. Портленд, штат Орегон. Да, не Мэн. Портленд, штат Орегон. Ну, большинство людей будут сказать, что сейчас там в Портленде хуёво. И сложно с ними не согласиться, учитывая ситуацию с бездомными, особенно, что в этом году или в прошлом году там чрезвычайное положение чуть ли не вводилось. Да, там очень грязно, там, особенно в самом центре города, где там прям красота, воняет. Да, там очень красиво, безумно красиво. Но вот я, допустим, ненавижу центр Портленда, потому что там действительно, ну, меня он вызывает отвращение. Вот, а я его обожаю, Портленд. Не в плане того, что я там вместе с бомжами тусил и ебашил бы что-нибудь, а в плане того, что когда я приезжаю в Портленд, я просто хожу, и у меня генерятся куча идей. От музыкальных альбомов до каких-то там... Я еще иногда занимаюсь... Не что иногда, я писательством занимаюсь так, как хобби. И идеи для моих произведений рождаются. Ну, таком, типа, достаточно leisure, неторопливом режиме. Пишу какие-то вещи, вот, прозу. Стихи для песен в основном. И там вот просто генерируется куча идей. И иногда я не хочу ехать в Портленд, потому что я знаю точно, что я приеду туда, особенно если уставший, я там отдыхать с большой вероятностью не буду. У меня будут постоянно генериться идеи, от которых я не могу убежать, потому что сам сеттинг вдохновляет невероятно. Это первое. То есть, когда я бы не хочу ехать куда-то, потому что меня там захлестнут новые идеи. Причем у тебя, получается, идеи такие, которые нельзя реализовать, вот, не знаю, за пару часов, за неделю. Взял и сел, да. Да, то есть песню ты можешь написать песню там за неделю, даже за несколько дней можешь написать песню, но книгу, допустим, не напишешь. У меня тоже бывает генерация идей, когда я путешествую. Ну, у меня, допустим, это, не знаю, идея для поста в Телеграме. Вот, типа, я лечу обратно, там, села в самолет, написала эту идею, да, но если это идея книги, это действительно, наверное, довольно обидно, да? Что она рождается, ты не можешь ее воплотить, потому что у тебя есть, другие книги, которые уже пишешь, другие приоритеты, да. Ну и приходится ее, типа, убивать. Да, либо загашник засовывать, либо убивать. А вообще такой интересный момент в моем творчестве. Для меня, у меня есть некий QA, отдел качества, и мне, чтобы хорошую идею записать, нужно 10 убить. И, одна идея на 10, 9,1 отношения, неважно. Короче, достаточно много идей уходит в мусорку, а одна остается. И в зависимости от того, насколько важно для меня или сложности проекта, соотношение, оно разное. Бывает там 5 к 1, бывает там 20 к 1. Ну, кстати, с этой точки зрения, возможно, было бы наоборот тебе классно, что вот у тебя еще там добавилось идей, и среди них, типа, ты можешь выделить какие-то более хорошие, правильно? Чем больше идей, тем лучше. Мы сейчас не будем говорить об эффективности этого процесса, мы говорим то, что происходит. Ну, это неприятно, я поняла, эмоционально неприятно. Это изматывает физически, к тому же, потому что это тяжелый труд, на самом деле. Может показаться, типа, ты что, долбоеб? Блядь, сидишь там на жопе ровно, гуляешь, там какие-то идеи придумываешь. Нет, на самом деле, я бы предпочел мешки тягать, чем этим заниматься. Потому что мешки тягать, ты просто оттягал, и тебе ноют мышцы, и ты закончил. Все. А идеи, они в ночью могут тебя доебывать. В любое время суток. У них нет каких-то там ограничений по времени. Ну да, причем твои идеи, получается, они такие довольно навязчивые. То есть ты не можешь просто там перестал думать об этом и забил. Да. Не получается так. Редко. Окей. Это первое, да. Второе, это что еще хуже. Это типа по градации ебли мозгов Наташи. Да? Первое, типа, с этим как-то можно справиться. Типа, поныл, Наташа говорит: Юра, завали ебальник,
передохнуть, иди там сделай релаксацию по Джейкобсону или там, ну, там, не знаю, подыши воздухом, вот, и оставь меня в покое. Я могу это понять. С этим Ну относительно... ладно, Ну ладно, я не ладно. сразу так говорю. Не сразу, конечно, не сразу. У тебя есть свой предел. В зависимости от этого предела, сколько ты Ну, готов конечно, вытерпеть. да. Вот, мое нытье. Но с этим проще всего. Потом второе, это что было? Про дом. То, что ты начинаешь сомневаться, что тебе Да, нравится не дом в смысле твой. здания, в смысле, а то место, где я живу. Мгм. Я долгое время жил в Москве, и мне там очень не нравилось. Потому что на тот момент Москву я всегда называл этим... Почему, точнее, не то, что называл, почему она мне не нравилась. Москва была... Москва была как бы место для понтов. Мгм. Ну, я так ее, будучи бедным студентом, и который только-только закончил универ, там, зарабатывал какие-то достаточно небольшие деньги, считал это местом для понтов. Потому что вокруг меня... Ну, я вообще не представлял, как можно квартиру внутри кольца купить. Но для меня было... Никаких я вариантов не видел, что я могу заработать 70 миллионов рублей, чтобы купить квартиру трехкомнатную. Родившись в Москве, я тоже плохо себе представляла Вот. это. Переехав в другие страны, ну, мы не будем говорить про какой-нибудь Париж там, или Лондон и прочее, мы говорим про Литву, например. Для меня путь примерно все понятен был. Сколько, что, как мне нужно, чтобы получить свое первое жилье, которое при этом будет не самое плохое. Несправедливо сравнивать Вильнюс с Москвой, абсолютно несправедливо. Максимально несправедливо. Но, переехав в США и посмотрев на города, ну, с одной стороны, можно сказать Манхэттен, но в Манхэттене тоже есть свои приколы. И на Манхэттене там совершенно другая история с рынком недвижимости, там кооперативы и прочее. Но факт то, что даже на Манхэттене, если при каких-то условиях я вижу путь для того, чтобы купить там жилье. Для меня жилье — это какая-то идея фикс, типа, что должен купить, а не снимать. Типа, у меня есть... Я не хочу платить ренту. Видимо, это тоже некий мопедский менталитет. Ну, Что такое мопед? что такое мопед? Краткий. Да, наши знакомые как-то рассказывали про какого-то бизнес-коуча, ну, видимо, не самого хорошего, который градировал людей как некие движущие средства. Ну, и вот там был транспортное средство, да, вот там был Мерседес, типа как эталон человека, его мышления. Была какая-то средняя машина, я не помню какая, и был мопед. Это вот типа такой бедный чувак, который всегда будет бедным, потому что у него менталитет бедного Ну, меня человека. так называли, в смысле, я так себя не считаю, но меня так называли, менталитет мой. Ну, это прикол был, ладно, тебя так называли. Неважно. Ну, назвали, хер бы с ним. Не то, чтобы я это помнил 3 года спустя. 2, 3. Помнит, все помнит. Да, ну так вот, факт тот, что место, возвращаясь, дом, понятие дома, оно... Кстати, пока Юра думает, для контекста, почему Юра говорит про Литву, потому что мы прожили в Вильнюсе довольно продолжительное время. Мы 6,5 лет там жили. Поэтому мы можем говорить как... О, блядь! Надо это почекать немножко. Я завис тогда, правильно? Да нет. Раз хорошо, я завис удобно. Можно вырезать. Я и завис. Да нет, можно оставить то, что я сказала, потом вырезать, где ты чихнул как раз. Там не очень классно получилось, там нет места. Ты говорила, и сразу вырезать придется. Короче, я завис. Ощущением, не знаю, знакомо это будет зрителям или нет, но когда ты говоришь моменты с какого-то отчаяния, моменты какого-то серьезного психического потрясения или там расстройства, ты говоришь, я хочу домой, сидя при этом у себя в комнате. Угу. Типа, что это означает? Типа, некоторые говорят, я хочу к маме, я к маме не хочу. Я хочу домой. Вот. И совершенно непонятно, что это означает, находясь дома. Это вот ощущение одиночества какого-то, я ее люблю, не подумайте, но иногда вот это ощущение одиночества, оно, я хочу домой, оно вот я вот про это говорю, когда, грубо говоря, о разговоре о путешествиях в концепции «я хочу здесь жить», «я хочу иметь здесь дом». Да, недвижимость, потому что я не люблю платить кому-то аренду. И потому что недвижимость — это хеджирование рисков потерять деньги на других вещах. Безопасное вложение, относительно безопасное вложение. Кто-то мог поспорить со мной, но я считаю, из своего личного опыта могу сказать, что недвижка — это хорошее вложение. Ну, это еще хеджирование риска конкретно рынка недвижимости. То есть, если ты инвестируешь в недвижимость, даже если она падает, весь рынок недвижимости вокруг тебя падает, и как бы ты можешь рассчитывать на то, что
ты все равно себе купишь новый дом. Ну, если уж совсем оно не упало так, что ты остался должен больше, чем твоя недвижка стоит. Ну, или это какая-то русская хуйня. Все вокруг меня говорили, что тебе нужен дом. Твоя цель жизни – дом. Дома нет, ты хуй. Не, здесь действительно Вот. есть, наверное, какая-то советская хрень, потому что, во-первых, мне кажется, что есть такая вещь, что люди часто, ну вот даже сейчас, не могут позволить себе даже аренду. То есть для людей аренда очень дорогая. В Америке такого нету, и в Европе такого нету. То есть Ну, люди в бездомные с основном... тобой поспорили бы, конечно. Ну, да Ну, ладно. бездомные, они бездомные, очень многие из них бездомные по мировоззрению, по выбору. То есть они таким образом, это некий стейтмент, это некое самоутверждение, что они против государства, против его устоев и так далее. Вот. Но люди, в принципе, могут позволить себе аренду. Там бедные люди могут себе позволить аренду похуже и так далее. А там на территории, допустим, Российской Федерации действительно есть места, в которых, если бы у людей не было дома, они бы действительно жили на улице. Не потому, что они плюют на государство, а потому что у них просто денег не было. Ну, это очень обобщенное, с моей стороны, кажется, все-таки утверждение. Но я вижу, что такое было место. Вот. В моем личном опыте. А во-вторых, еще, мне кажется, что это тоже идет из Советского Союза, когда были лимиты, и когда люди своей пропиской, их прописка определяла, где они могут жить. Допустим, люди там из провинции не могли жить в Москве. Такое действительно было, у меня мама рассказывала. Не, я понимаю, как это относится ко мне. Это то, Я что не тебе... Я не лимита, вроде как. Нет, это то, что тебе передают из поколения в поколение. Там московская прописка, допустим, раньше означала, что ты можешь жить в Москве. Ну, я поэтому на ней женился, собственно. Да. Отсутствие московской прописки означало, что ты даже если ты отучился в Москве, ты приезжаешь и ты обратно уезжаешь. Если ты там не вышел замуж, не женился, если ты, я не знаю, каким-то чудесным образом не зацепился за какое-то место на работе, и то, мне кажется, это только блат был какой-то. Ну да, в основном люди уезжали, поэтому вот для них место наличия недвижимости — это, во-первых, отсутствие огромной статьи бюджета на аренду, а во-вторых... Наличие огромной статьи бюджета на ипотеку. Это у тех, у кого ипотека, но многие люди, типа, знаешь, там передают по наследству, допустим, недвижимость, Многие? они тогда не платят ничего. Многие? Ну, на самом деле, вот, кстати, очень многие из моих знакомых, из людей, с которыми мы учились, они получили Мажоры по наследству ебучие. недвижимость, да. Мне кажется, что вот как-то в Европе, когда я разговаривала со своими коллегами, там такого не было. И вот здесь тоже как-то не принято передавать людям по наследству недвижимость. Понятно, если родственник умирает, то да. Хорошая оговорочка. Не, а в России, допустим, были люди, у которых, допустим, я не знаю, там бабушка куда-то уезжала специально там жить с родственниками, чтобы оставить там человеку квартиру. Были такие случаи. Ну, понятно. В общем, возвращаясь к путешествиям. Это чувство дома, что я хочу здесь жить, знакомо, наверное, помимо в Инстаграме, когда там 5 секунд спустя, как я оказался в новом месте, я хочу здесь жить. Вот я один из таких людей. Я, когда приезжаю в место новое, я оцениваю сразу, насколько моей жопе здесь комфортно будет пребывать больше, чем отпуск. Связано, скорее всего, с общей неудовлетворенностью, наверное, какой-то вот поиском идеального места, погони за счастьем, поиск идеального места, где я хотел бы жить, где я буду чувствовать себя счастливым. Опять же, не то, что я с ней сейчас, где мы есть, не чувствую себя счастливым. Но это вот какая-то жажда большего, консюмеризм. Я та еще консюмерская сучка. Вот, так воспитан был, скорее всего, американской культурой. Само собой, это зона роста, превзойти это. И я ее как бы накладываю пластырь на это больное место. Потому что Сиэтл объективно заебись местечко. Кто бы что ни говорил, нам там очень нравится. Вашингтон, в принципе. Вот. И когда я сижу ровно на жопе у себя в комнате, мыслей, что я хочу здесь жить, а я здесь и живу. Как удобно. Вот. А когда ты едешь в другое место, когда еду в другое место, пластырь, он слетает, я такой, блядь, а здесь тоже же охуенно. И типа... И есть плюсы здесь, знаете, в отличие от Сиэтла. Декабрь. Вот, декабрь мы сидим в толстовках, да. Как бы, да? Кто-то может сказать, ты был в Таиланде? Долбоеб. Да?
Но Таиланд — это немножко другое все-таки. Не будем мы об этом говорить сейчас, это очевидная вещь. Вот. Поэтому вот это вот чувство некой неудовлетворенности общей, резюмирую, неудовлетворенности общей, что любой человек может сказать, типа, ну так ведь пойди удовлетворись, как бы, не так-то просто. Ну, это просто время занимает. Да. На самом деле ты удовлетворяешь свои потребности. То есть вот вся наша жизнь, так или иначе, мы идем туда, куда мы хотим идти. То есть, допустим, если ты хочешь жить в Калифорнии, я прекрасно вижу, что там через несколько лет мы можем сюда переехать. Это не проблема. Но типа тебе хочется скорее сейчас. То есть у тебя есть неудовлетворенность сейчас, и вот это тебя начинает нервировать, правильно? Да, и это не то, что мы выебываемся, в смысле, просто объективно мы живем в этой стране, поэтому говорим о тех вещах, которых нас беспокоят. Так может быть и у любого человека быть. Например, кто живет в Подмосковье, хочет там третье транспортное, или из Питера в Москву, или из Москвы в Питер, или из Вильнюса в Германию, в любое другое место, или, не знаю, из Нюрнберга нахуй, не знаю, куда угодно. Вот, Нюрнберг плохой пример был. Почему не Нюрнберг? Потому что там процесс был. В ад, нахуй, хочешь переехать из Нюрнберга, понимаешь? Дело... Что сейчас, шутка про Путина. Неважно. И... Да, то есть, наверное, мы уже много сказали, можно двигаться дальше. Да, можно двигаться дальше. И я могу сказать, что вот интересно, насколько мы с тобой не похожи в этом. Допустим, у меня тоже в Москве у меня была неудовлетворенность жизнью. И в первую очередь она была изначально связана, там, допустим, с жизнью в Бирюлево. Это район, в котором я прожила, там, я не знаю, твои 21 год, может быть, и не любила его всей своей душой, там, в первую очередь, потому что он находится отдаленно от транспорта, там очень долго нужно добираться, ты постоянно стоишь в каких-то пробках, а я с 12 лет училась в лицее, куда нужно было ехать, и вот когда у тебя там, я не знаю... Лицей — это очень обширное понятие. Ну, лицей, учебное заведение. На Коломенской. Да. Мне нужно было добираться туда, по сути, типа минут 40, а с утра с пробками 1,5 часа, и ты никогда не знаешь, сколько туда ехать. И вот это вот все, у меня, честно, вот у Юры Москва, допустим, ассоциировалась с неким мажорством, что вот там есть что-то очень дорогое и недостижимое для тебя лично. Если ты мопед. Да, если ты мопед. Ну, на самом деле, если, мне кажется, ты не айтишник и не коррупционер, вот примерно так. Не успешный айтишник. Я видела абсолютно другую Москву. Для меня Москва — это была, типа, не богатая жизнь всегда, и постоянное стояние в пробках, постоянные какие-то толпы народа, которые все недовольные тем, что плохая погода, слякоть, транспорт неудобный и так далее. Я знаю, что Москва развивалась в последние годы. Мы уехали оттуда в 2015-м. Соответственно, я не знаю, как сейчас. Но, да, мне всегда хотелось в первую очередь, наверное, уехать вот из этого района. Плюс, допустим, у меня семья такая, которым очень нравится быть на одном месте. И на самом деле таких людей довольно много, которых устраивает, где они находятся, и которым нравится, которые, наоборот, плохо себе представляют вот этот вот процесс переезда. Для них это огромный стресс. Для нас это не так. И мне, наоборот, прям с самого детства мне хотелось куда-то переехать, мне хотелось чего-то нового, мне надоедала вот эта вот рутина. И я помню вот первый раз, когда мы переехали из Бирюлева в квартиру нашу первую на Коломенской, для меня это было прям вау. Я могу пешком ходить до метро. Супер. Съемную. Съемную, да, съемную. Ну и потом мы, соответственно, уезжали в 2015 году в связи с политическими событиями. И в тот момент у меня в Москве уже была неудовлетворенность другого уровня. То есть мне не нравилось, что в голове у людей, причем этих людей я видела вокруг себя. Мне не нравилось, о чем они говорили. Мне не нравилось, куда идет страна и так далее. Мне не нравились изменения, мне хотелось уехать оттуда. Плюс мы как раз тогда путешествовали по Европе, я помню, и приезжая из Европы, мы оба с Юрой говорили, что нам не хочется возвращаться домой. Мы жестче говорили, нас наебывали всю жизнь. Да. Прямым текстом. Да. Когда я приехал в Германию, сказал, меня наебали. Мне говорили, что везде все одинаково. Хуй там плавал. Нихуя не одинаково. Да. Вообще не одинаково. Ну и вот после этого мы переехали в Литву, и, если честно,
Наверное, в Литве я уже нашла какое-то спокойствие, потому что там, по сути, было очень много из того, что нужно для жизни. Это было европейское государство с европейскими законами. При этом это был маленький город, в котором не нужно ездить на транспорте. Говновоз проехал, не обращайте внимания, извините за звук. Не страшно. В-третьих, там было все близко, там можно было ходить пешком. Там был европейский центр, который очень нравился. Это очень пешеходный город, и вот мне это важно. Я люблю там бегать, я люблю ходить пешком и прочее. Была неудовлетворенность рынком работы, потому что он был маленький, как в любой маленькой стране. Но в первую очередь, наверное, я поняла в Литве, что все, вот здесь меня все устраивает. И единственное, что хочется, это... Не все. Ну, очень многое меня устраивало там. Очень многое меня устраивало. В первую очередь, я говорю, не устраивал рынок работы. Ну вот. Нестабильность вот в плане того, что если ты имеешь хорошую работу, то если ты вдруг ее теряешь, у тебя есть шанс не найти похожую работу за вменяемый промежуток времени, потому что ее, в принципе, немного. Ну и вот. И в Литве я поняла, что я, наверное, такой человек, которому просто все довольно быстро надоедает. Мне там через 2-3 года хочется уже, наверное, куда-то двигаться. И, наверное, лет через 5 мы с тобой в любом случае начинаем уже куда-то двигаться. И в этом плане, вот, допустим, я совершенно спокойно отношусь к тому, что вот сейчас мы живем в Сиэтле, там есть огромное количество плюсов, а есть и другие места, где было бы неплохо пожить. И вот, например, Калифорния. И вполне вероятно, что через какое-то время мы сюда двинем. Вот. И это я все говорю к тому, что мы с тобой очень разные. То есть вот у тебя есть вот эта вот неудовлетворенность, которая при этом, кстати, для тебя является очень неплохим мотиватором. Ну да. То есть меня скорее уже слабо мотивируют вот такие вещи. Меня скорее мотивирует там интерес, там желание там развиваться как-то в творческом плане, в карьерном плане и так далее. А это просто я езжу, смотрю, мне классно, я вырвалась из своей рабочей рутины, время отдохнуть и так далее. А тут Юра гундящий. Консюмерская сучка. Что ж, ему все нужно купить, всему нужно... Не в смысле купить, в смысле шмотки, а в смысле какие-то такие грандиозные вещи. Да, Юра, например, каждый раз мы куда угодно приезжаем, Юра залезает на Зиллу, это сайт недвижимости, и смотрит, сколько стоит недвижка здесь. И вот его это цепляет. Опять же, не подумайте, что... Возвращаясь, это все взаимосвязано. Место жизни для меня это как вот... Место, как у Ведьмака. Место силы. Если играли в 3-го Ведьмака, подходишь, там вибрировать все начинает, и такой, присесть нужно, помедитировать и получить очко навыка. Очко навыка. Очко навыка. И то же самое здесь. Я когда вижу, что вот это место, я там очко навыка могу получить, что-то написать интересное. И тут такое, мне голос в голове шепчет, и что ты там напишешь, петух, проект менеджерский. Сначала, стань каким-то более-менее профессиональным музыкантом, который может сам себя обеспечивать, а потом уже заглядывайся на всякие крутые места, которые ты можешь жить, переехать. Вот. И это разрывающий меня конфликт портит Наташ настроение. Что сидим, значит, мы на охуеннейшем пляже калифорнийском. Наташа там ходит, смотрит на мидии разных размеров, а я тут сижу грустным ебальником, я день порчу. Ей хочется сказать, наверняка глубине души, как же ты меня заебал, в то же время чисто по-человечески жалко. Вроде как близкий человек страдает какой-то хуйней. Ну, кстати, раньше я на самом деле не стеснялась. Вот в начале наших отношений я не стеснялась тебе говорить, что ты меня заебал и так далее. Я просто раздражалась. На самом деле я даже не анализировала это. То есть я просто вот видела, что ты гундишь, меня раздражаешь, портишь мне настроение, и я, соответственно, срывалась в ответ на тебя. И все. И на этом разгорался какой-то масштабный конфликт. И у нас обычно, вот реально у нас до какого-то определенного возраста, у нас с тобой первый день путешествия, это был день какой-то грандиозной ссоры. Вот. Но мне кажется, с этим помогла терапия, когда ты начинаешь
менее эгоистично ко всему относиться. И когда ты начинаешь воспринимать партнера как живого человека. И на самом деле это такая довольно важная вещь, потому что мне кажется, что мы довольно часто друг друга объективизируем. Мы воспринимаем человека, который рядом с нами, либо как продолжение себя, человека вот примерно похожего, а это не всегда так, либо как человека, который выполняет некую функцию для тебя. Ну вот, допустим, служит тебе мужем, партнером в путешествии. И этот партнер какой-то, типа, не такой, как я бы хотела, допустим, да. И вот когда начинаешь менее эгоистично на это все смотреть, когда начинаешь Я бы скорее понимать... сам носителем сумки надо пошло. Носителем сумки и этим партнером, на которого можно эмоции слить. Ну, Ну типа да. хорошие или плохие, типа там, короче, желательно хорошие. Поделиться хорошими эмоциями, плохими, но чтобы он на тебя в обратку не сливал. Ну, скорее второе. Я сумку и могу и сама приносить. Ладно тебе. Ну, короче, как бы факту. просто объективизация, типа муж, это как-то уж совсем уж как-то пространно. Не, ну партнер в путешествии, типа, да, человек, с которым можно поделиться эмоциями, с которым можно разделить восторг там от какого-то классного места, да. Вот. И в какой-то момент я начала просто понимать, что это человек, который гундит не для того, чтобы меня достать, правильно? Не для того, чтобы там как-то испортить нам первый день в путешествии, а потому что ты действительно испытываешь какие-то эмоции. И когда вот начинаешь к этому крип. относиться так, что если я каких-то эмоций не испытываю, это не значит, что их нет, то появляется какое-то сострадание. То есть мне сейчас искренне жаль тебя в эти моменты, мне искренне хочется тебя пожалеть. И я начинаю понимать, что бывают моменты, конечно, когда у тебя прям сильная тревожность, она не проходит. А бывают моменты, когда это что-то не сильное, типа тебя поддержишь, и ты уже ходишь весь довольный, улыбаешься, и у нас отличный отпуск. Вот. Говоря о довольной и недовольной, что было третьим? А третье было, это когда ты видишь что-то, что вообще недостижимо. Вот как в Москве вот эти Ну да, как квартира внутри Садового кольца, зарабатывая, не знаю, там 300 рублей, 1000 рублей на двоих в месяц. Что неплохо, по факту, было тогда. Это было в 2014 году. Мы столько не зарабатывали, кстати. Просто я тогда думал, что неплохо было столько зарабатывать. Там 300-500, что было на тот момент, там, не знаю. Ну, я думаю, сразу после университета никто столько не зарабатывал. Ну, кого не посадили на должность. Кого не посадили потом. Ладно, шучу. Неважно. Короче, факт тот, что даже имея, там, не знаю, заработок 10 тысяч долларов в месяц, квартира за Садовым кольцом была чем-то недосягаемым. Не то чтобы сейчас квартира в Нью-Йорке с зарплатой, там, не знаю, 10 тысяч в месяц долларов досягаемая. Нет. Нет, недосягаемая. Но видишь какой-то путь, зарабатывая хотя бы, там, не знаю, 20, грубо говоря. Может, не в Нью-Йорке, а в Бруклине, например. Или где-то еще. Или там, не знаю, дом где-нибудь за Нью-Йорком, 45 минут езды, неважно. Факт тот, что вот эта вот идея, как ты говорила, советская, без дома ты ничто, не имея квартиры или дома, да? Ну, квартира это минимум, дом это, типа, круто. Вот. Опять говновоз едет, извините за шум. Что тут делать, интересно? Ну, на говно возит, скорее всего. Выкачивает и возит. Ну, неважно. Слушай, это правда говновоз. А ты думала, я просто так сказал? Да, я думала, ты просто так сказал. Нет, это реально говновоз. Он просто в парке. В парке тоже люди срут, получается. Ну да, здесь просто действительно довольно много общественных туалетов в парках. И вот едет. Да. И ехали мы вчера с Наташей по 17 Miles Drive. И это, по сути, гольф-клубы. Невероятно дорогая недвижимость, уровня, там, не знаю, 15-20 миллионов долларов. Виллы такие, замки, все что угодно есть. И я вот думал, у меня опять этот пластырь слетел, и я думаю, как это люди этого добиваются и получают. И типа, да как, блядь, да как угодно. Родился в хорошей семье, банкир, блядь, биткоинов продал, купил, блядь, не знаю, торгуешь людьми, все что угодно может быть. И ты знаете, как это, у консюмеризма есть положительные и негативные черты. Положительные, например, что я как консумерская сучка, я вижу что-нибудь, типа, что у человека другого есть, и я хочу так же. Я к этому иду. И иногда получаю удовольствие от того, что это получил, иногда нет. Чаще всего да.
когда я именно хочу то, что я хочу, получаю то, что я хочу. А иногда ты видишь действительно там классный дом, где вот там вот ты, блядь, напишешь охуенное произведение, скорее всего. Потому что там у тебя вид такой. Меня очень сильно вдохновляет природа, а там вот прям вот все охуенно. И ты думаешь, что ты свернул куда-то не туда в жизни, и ты отрезан от этого. И не то, что я им завидую какой-то черной или желтой завистью, потому что я понимаю, что даже тут уже слова нет зависти. Можно завидовать чуваку с тем же самым ебучим Порше, потому что в конце концов ты можешь получить вменяемый Порше, если ты будешь усердно там что-то делать, работать, там, не знаю, купишь акции, продашь их через 5 лет. Ну, грубо говоря, я не буду даваться в подробности, мопедские все эти подробности, блядь. Вот. Но ты можешь, а это ты вообще не понимаешь. То есть ты даже завидовать бесполезно, потому что это ты только за обслуживание, в смысле, за то, что владеешь этим домом, будешь платить налог, не знаю, 150-200 тысяч долларов в год. Ну да, потому что, типа, дом стоит 10-20 10, миллионов. 15-20 и 1,25%. Да. Ну, в общем, просто ты за то, что ты владеешь, будешь платить деньги. Это не коммуналка, там, в смысле, не обслуга, ничего. То есть ты же не будешь сам это мыть, правильно? Даже если будешь сам мыть, неважно, ты просто за владение домом будешь платить такие деньги. Ты, не знаю, там, не был 2-3 месяца в нем ни один день. Ну да. И ты заплатил все равно эти деньги в месяц, в этот ебучий год. И разговор об этом даже не стоит. И казалось бы, типа, почему тебя это беспокоит? А толком ответа, наверное, ты дать не можешь, потому что это... Ну, нет, я могу дать на следующий день, через 2-3 дня, я подумал, там, может быть, к вечеру, но гундю я сейчас. Ну, тебя просто это раздражает в моменте. И гундение происходит здесь. Я, конечно же, дам себе ответы потом. Но выебу мозги я сейчас обязательно. Ну, в первую очередь себе, а Наташа это как сопутствующий урон. Да. Collateral damage. Вот. Ебу я мозги себе сам, но не будем даваться, короче, комментарии, меня заблокируют нахуй на ютубе. Вот. Как-то так. Ну да. И, наверное, там, опять же, вопрос, перестань быть консумерской сучкой. Да, наверное, легко сказать, чем сделать. Потому что я с этой проблемой борюсь уже не 1 год, и я не могу ее вылечить. Я только могу симптомы подавить. Путешествия триггерят это все. Ну да, логично. Причем тоже вот вчера мы ехали по этому 17 Mile Drive, и мы разговаривали опять же о том, что вот, допустим, о нашей непохожести, да, вот меня опять же такие вещи вообще не триггерят. От слова совсем, потому что когда я вижу что-то недостижимое, я просто признаю факт того, что это недостижимо, раз, а два, как бы вот тоже, какой путь туда, да? Ты либо родился уже в хорошей семье, чего мы не сделали, да? В смысле, в зажиточной, очень богатой семье. Либо тебе выпал какой-то один шанс на миллион быстро в молодом возрасте заработать большое количество денег, либо ты уже пожилой человек. То есть у тебя была вся жизнь на то, чтобы заработать вот эти деньги. Да тебе на самом деле на это похуй. На самом деле мне на это похуй, да. Глубоко. Да, на самом деле мне на это похуй. И, наверное, еще частично почему? Потому что у меня в голове стоит некая установка, что с этими людьми мне не по пути, мне, скорее всего, с ними будет неинтересно. Мы вот так вчера приехали тоже в городок. Неприятно, я бы сказал. Да, может неприятно. быть, тебе было бы интересно, неприятно будет. Неприятно, да. То есть как бы у нас, возможно, с ними, вероятно, разные ценности жизненные. У нас, вероятно, с ними интересы разные. И, возможно, я не права. Но вот у меня есть такое предположение, которое стоит в голове. И вот вчера мы заехали тоже в городок, только мы паркуемся, останавливаемся, мы выходим, Юра видит, что стоит мужчина и 2 женщины, и они о чем-то разговаривают. Городок, в смысле, там вот этот 17 Miles Drive, побережье. А прям есть рядом, выше, да, очень... просто где живут тоже обеспеченные люди, но они обычные, не ультрамиллионеры, можно так сказать, по калифорнийским меркам. Хотя, может, и не ультрамиллионер, это я просто ультрамопед. В общем, я на своей Веспе. Вот здесь. Подъезжаю, выхожу из машины и вижу, стоит там
3 человека общаются, две девушки, 1 мужчина. Ну, по ней видно, что в совокупности одежда, я в дрипсах не разбираюсь, но в совокупности на них, там, не знаю, $1020 стоит. И там возле магазина одежды они стоят, что-то обсуждают, а потом резко у них внимание переключается, они такие: смотри, какие туфли Джимми Чу! И у меня нейронный ансамбль выстреливает. Это песня какая-то была, что-то там про Джимми Чу. Инстасамка. Нет, не инстасамка, это какая-то другая была баба. Окей. Какая-то рэперша R&B, я не помню, в общем, русская какая-то песня древняя. И это все. И у меня типа хоп, складывается, нейронный ансамбль выстреливает эту картинку, меня блюющего на все это. Я, видите, в домашнем. Вообще как бы не очень отношусь к одежде. Но я типа думаю, если там понятно, возможно, они не всегда об этом говорят, но просто ты по жесту, по тому, как люди артикулируют руками, лицом, то, как они говорят, интонации, ты можешь понять, сделать какие-то выводы. То, как они наряжены и накрашены, с учетом того, что они вышли, видимо, на соседнюю улицу из своего дома. Ну да. Не накрашено, Ну да. например. Ну то есть вот, а там напидорены. Плохое слово. Пизда. Накрашенные. Накрашенные. Не накрашенные. А там люди прям сильно намарафеченные. Да, наштукатурены. Наштукатурены. Вот. И выглядит очень неестественно просто. Соответственно, это неестественность. Это как прятаться за маской какой-то. Некая персона, возможно. Что не так уж и плохо, люди часто используют персоны. Я, блядь, использую персоны, чего уж там говорить. Ну, в общем, опять же, и вот эта вот мысль, мопедский ли это менталитет? Реально. Или я прав? Эти мысли, да, они не то чтобы нужны людям, чтобы жить нормально, а это не обязательно. Это не какая-то вещь, которую ты должен обязательно разобрать здесь сейчас. У тебя жизненный путь на это есть, понять, да? А это ты приехал... Мы опять же, ты приехал отдыхать. Отдыхаешь ты? Нет. Ты приехал расслабиться. Расслабляешься? Нет. И, наверное, кто-то скажет, что у меня беды с башкой. Ну, поэтому это сказки для крипов, блядь, правильно? Вот. Ну да. Собственно, как бы, поэтому мы с ними всем и делимся. Никто не говорит, что тут будут здоровые истории от здоровых людей. Тут 2 крипа собрались, решили, ну, может, с другими крипами пообщаться, правильно? Ну да. Ну да, мы просто делимся своими историями, делимся своим опытом, делимся там тем, что работает и не работает для нас, и надеемся, что это кому-то будет интересно. Вот, поэтому, если вам интересно, подписывайтесь, ставьте лайки. Мы будем очень рады пообщаться со всеми в комментариях. Опять же, на этом канале есть и другой контент, где мы говорим про иммиграцию, успешную работу. Ты тоже там говорил, у тебя было там интервью довольно долгое с Юрой. Ну ладно. Довольно интересное. Ну, по ее мнению. Так хуй знает, конечно. Ну да. Ну да. Вот, поэтому, если вам интересно, оставайтесь с нами. Здесь будет еще много сказок для крипов. У нас их много. У нас их много, да, достаточно накопилось. Смотрите на нас, как бы накрепилось, нафармили сказок. Достаточно много. Нафармили сказок. Да, накрепились. Не будем вас больше задерживать. До следующей встречи. Пока. Пока.